тебя назвали Бимкой? Поехали лечиться, да? Бимка, Бимка, Бимка. Сейчас приехала собачка, может, слышно, сильно кашляет экстренно. Сейчас надо примет, потом мы... Да. Может, с этой стороны пойти, да? Что? Вы можете здесь, где хотите, можете встать. Давно не спали? Вчера вечером. Ну, я думаю, ближе к ночи. С этой стороны подходите ближе. Так, смотрите. Глубокой болевой чувствительности у собаки нет, есть рефлексы. Вот, соответственно, операция процентов, наверное, если говорить, на самом деле неправильно с точки зрения врачевания говорить о процентах, но чтобы вам было понятно, мое мнение такое, что процентов 70 операция не даст никакого толку. Что собака как была неходячей, так и останется неходячей даже после операции. Суть операции в чем заключается? В том, чтобы сделать мини-гемиламинэктомию, то есть, точнее, гемиламинэктомию, доступиться сбоку к этим позвонкам, спилить ту часть позвонка, которая выпирает, и укрепить это транспедикулярными винтами. Вот. Грубо говоря, сделать остеосинтез, собрать позвоночник. Опять же повторюсь, процентов 70, что никакого эффекта и толку от этого не будет. Вот. Но вы не даете 100%, 70%, значит, какой-то маленький шанс есть, да? Вот это обычно тот шанс, за который хватаются волонтеры, и зачастую они его воспринимают как 100%. Я хочу, чтобы вы осознавали, что эта собака процентов 70, что не будет ходить, и что у нее эта операция не даст никакого толку. Это будет операция ради операции. Вот. И 30%, что условно у нее появится двигательно, там в эти 30% входит так же, как спинальная ходьба, то есть у нее может появиться, может восстановиться глубокая болевая чувствительность за счет того, что это молодая собака и может в некотором роде произойти чудо. Вот. И что все будет хорошо, да. И операция не дешевая, дорогостоящая за счет транспедикулярных винтов. Каждый винт там почти 10 тысяч стоит. Вот. Поэтому вам нужно четко осознавать, на что вы идете и что вы по итогу можете получить. Вот. Собственно, если вы готовы, то мы вот сейчас вернулись, я в дом вернулись, чтобы прооперировать. Ну, мы готовы. Мы вас любим, мы вам доверяем. Мы знаем итоги ваших операций. Спасибо. Оперируемся? Да. Хороший, ласковый, просто. Покажи свой кошмарный спину. Не покажешь, не видно там. Что за ласковый бог? Бимка. Сегодня, наконец, я добралась до Бимки. Привет. Привет, мой сладкий. Привет, мой хороший. Ой, какой ты красивый. Зябока. Зябенька. Зябенька. Зябока. Зябока такая. Ты видел? Он хотел вас укусить?
Нет? Да? Ой, Что этого не было. что? Да нет, он на это отреагировал. Я к нему подсел, он на это отреагировал. Ты видел? Он хотел вас укусить? Нет? Да? Ой, Что этого не было. что? Да нет, он на это отреагировал просто. Я к нему подсел, он на это отреагировал. Мы вышли на улицу, Бимуся, да? Мы на улице, наконец-то. Поехали мы домой. У нас вот таблетки, рекомендации, да, сладкие. Мы сидим вот так вот, красотуля. Ага, уже куда-то собрались. Чума, Бимушка проголодался. Видите, как он сидит. Он все время садится на жопку. Пытается вставать, но у него это не получается. О, вот так вот скажи, нехер есть ко мне в еду. Слышишь, Коржик, ты прилипухин. Ай, блин, на меня напал бесстыжий кот. Кто на меня напал? Так что у нас тут весело. Да, Бима? Скажи, Митя, моя еда, самая вкусная еда, вкуснячая. У нас очень вкусная еда. Вот такой у нас Бима. Тут у нас вот домики кошачьи. Так что вот так вот. Вкуснотень, да не в обиде, как говорится. Ну, мы все сделали. Выпили таблеточки. Вот здесь водичка, смотри, я тебе зафиксировала, чтобы водичку вот зафиксировала, чтобы он не проливал. Кушать у нас всегда все вкусно. Мы кушаем вкусный карикьяр. Да, мой сладкий? Ой, ты мой сладкий. Все, все хорошо будет. Да, страшно немножко, но все будет хорошо. Еще 4 дня. Да, зайчонок, ты мой ангел. Вот такой у нас козёнкель. Все, коза у нас тут чистая. Мы тут как все смазали. Вот так вот. Бима. Бимка. О, напала на меня кошачья жопа. Вот так вот мы пытаемся передвигаться. Да, Бимочка, сладкий. Ты покусили? Мы помыли зуб. Даже зубку помыли, обкаканные. Весь пол в своих какахах вымазали. Да, Люко? Люка? Маленькая собака. Маленькая собака. Мы заиграемся. Играемся немножко. Скучно, скажи мне? Раньше я бегал, играл, а теперь я вот такой особенный. Давай, иди на место. Иди на место. А ты умница моя. Ай, ты кушать пошел. Ты кушать пошел. Не бойся. Иди кушай, иди. Ай, кто-то облизывается. Ай, ты моя сладость. Ах ты моя радость. Ай, ты мой сладенький. Ай, ты мой мальчик. Кусает сам. Ай, знаете, привезу еще. Завтра привезу тебе. Привезу. Ой, вкуснятина. Боже, какая это вкуснятина. Да. Ай, за усами трясет. Ай, ты мой сладкий.
всякий случай взяла, поэтому... Маленький мальчик. Мама пришла реакцию. Бегуня. Сегодня нам подарили ковер. Разделила комнату, чтобы он туда не ходил, кошка. А то сегодня у нас хулиганил кто-то. Все мне тут раздербанил. А на коврике так классно, да? Классно тебе на коврике? Бим. Ох, вместо трусов для кобелей нам пришли памперсы. Мы одели сегодня памперс. Ой, вот. Я знаю, что будет ночью. Как это будет? Посмотрим. Да? Биме скучно. Ай, мы сейчас достали кучу игрушек. Да? Игрушек нашли много. Бимуська. Да, мы выше яйца сквозь. Это все последствия. Я мышла. Идем отсюда. Поцелуй. Да, ты хочешь с тобой познакомиться? Бима, Бима, мы едем домой. Мы едем домой. Домой едем, да? Мы вышли познакомиться. Это кто там рычал? Лучик? Лучик, это Бим. Он такой же, как и ты. Мирка идет нюхать. Матильда ползет нюхать. Сегодня солнышко, да? Будем на солнышке загорать. Сейчас я постелю тебя. Эй, вы чего? Ну, так вот у нас знакомство проходит. Сколько внимания-то, сколько внимания. Адам, ты что там, кувыркаешься? Сегодня мы гулять вышли. Мы вышли погулять первый раз. Ага. Луня, я тебя по жопе сейчас нашлю. Луня. Грымза ты, Грымза, Луняш. Лизать будешь. Мимо добрый, он